Привет-привет, дорогие бьюти-голики, с вами Ида, и сегодня погружаемся в мир суперлюксовой косметики by Terry. В этом видео я накрашу всеми продуктами из адвент-календаря by Terry, которые распаковывала перед Новым годом. Расскажу, какие продукты мне понравились, какие нет. Расскажу о том, что я вообще думаю о косметике by Terry. И в конце сделаю небольшую подборку, в которой я расскажу первое, что мне очень понравилось и я рекомендую, а второе, что так себе и можно пройти мимо. Так что смотрите это видео, если интересуетесь люксовой косметикой. Вообще, by Terry легендарная женщина. Это женщина, которая разработала, визажист, которая разработала консилер от Yves Saint Laurent, которая имеет миллионы поклонниц по всему миру и которая создала бренд люксовый, такой тяжелого люкса, очень дорогой косметики, которую люди, в принципе, хвалят. Почти все средства людям нравятся. И я тоже купила календарь в надежде попробовать эту косметику и прикоснуться к легенде. Ну что ж, сейчас я сделаю макияж средствами, параллельно буду рассказывать, что я думаю о каждом продукте. Ну, а в конце сделаю подборку рекомендаций и антирекомендаций для вас. Сегодня я сделаю макияж теми продуктами, что у меня есть. Расскажу вам об уходе, который на камеру как бы особо и не покажешь, но я этим уходом достаточно долго пользовалась, чтобы сделать кое-какие выводы. Итак, я буду делать макияж, рассказывать вам о продуктах, которые я уже нанесла на лицо, либо буду наносить в процессе. Ну, а те продукты, которые я не смогу вам показать в видео, я про них просто расскажу в конце видео. Сейчас на лице у меня уже вот этот вот кремик гиалуроновый Global Face Cream. Это увлажняющий крем от by Terry. Я его нанесла именно когда помылась в душе, да, вот после своего ухода основного, чтобы он так впитался, напитал кожу, и я смогла уже наносить сыворотку. Также сегодня я использовала масло для волос. Посмотрите, какие у меня прекрасные сосульки теперь на голове. Вот, я не стала перемывать голову после вот этого вот. Во-первых, мне лень было, а во-вторых, хотелось вот это вот безобразие показать вам. Это масло by Terry рекомендует использовать как для лица, так и для всего тела, включая волосы. Вот, я решила перед видео потестировать, как оно будет смотреться на волосах. Спойлер, не очень хорошо. Но на лице оно работает, в принципе, нормально. Я наношу его каждый вечер. У него очень экономичный расход. Посмотрите, только чуть-чуть использовала, хотя пару недель я им пользовалась. И каждый вечер я наносила его на лицо. Оно отлично впитывается. Оно не остается потом, если вы вот трогаете лицо ладошками, и хорошо на него ложится крем. Короче, масло мне понравилось, но не как для волос, а как для лица. Также у меня еще есть смывка, которая я смываю каждый макияж вот последнюю неделю. Видите? Ну, про нее расскажу, наверное, в конце ролика. Итак, с чего же мы с вами начнем? Я не знаю, показывать ли вам на камеру вот этот вот чай. Я, честно говоря, немножко в растерянности, потому что от него эффект бывает очень разный. Что это вообще за продукт? Можете заметить, вот здесь вот на дне такие блесточки, а сам он такой темно-темно-коричневый, почти под черный цвет имеет. Так вот, это продукт для загара мгновенного лица. Это не автозагар. Данный продукт не остается на вашем лице, когда вы лицо помоете, он уходит. А использовать его нужно именно в моменте, чтобы вот мгновенно придать своему лицу и шее красивый загар. С данным продуктом у меня очень сложные отношения. Я тестировала его разными способами. И самый лучший способ, который мне больше всех понравился, это наносить его вместе с кремом, с увлажняющим, с тем же кремом от by Terry. Сегодня я хочу вам показать, наверное, нанести сыворотку на лицо, поэтому данный продукт я, наверное, не буду наносить, хотя можно и нанести, наверное, вместе с сывороткой его смешать, потому что если нанести его соло, то вы получите пятнистый эффект на лице. Первый раз я наносила его на спонж. Когда наносите его на спонж, это один из способов, который советует сама by Terry. Так вот, когда наносишь на спонж данное средство, размазываешь по лицу, во-первых, оно слишком сильно впитывается в спонж, и большая часть этого чая просто впитывается в вату и не переносится на ваше лицо, то есть становится очень экономичный расход. Потом я пробовала смешивать его с кремом, но добавить в банку крема я побоялась использовать крем, поэтому я наносила на пальчик крем и чай,
вместе перемешивала и наносила на лицо. Расход гораздо более экономичный у этого чая, но и загар не такой выраженный. Когда наносите на спонж, загар будет на лице казаться, вообще лицо такое смуглое, но очень легко можно напятнить. Когда я нанесла в первый раз, я сидела вся в пятнах, я размазывала очень хорошо, старалась, но все равно вот эти вот неровности, писяги, такие разводы на лице, они были заметны даже после того, как лицо высохло и средство вроде как впиталось. Поэтому на спонж не рекомендую наносить его никому. Вместе с кремом можно смешивать. Ну и еще один способ — это нанести на руки вот этот чай, нанести его на лицо, а потом сверху нанести увлажняющий крем и все это хорошенько разнести по лицу. Тогда становится лицо такого легкого оттенка загара, и при этом при всем уже писюгов, вот этих вот разводов на лице нету. Я, наверное, при вас сейчас не буду его наносить, потому что я рискую на камеру себе напятнить на лицо, и это будет выглядеть некрасиво. Но, как по мне, вообще не обязательный продукт, потому что те же капельки от Тан давали более интенсивный эффект загара, он сохранялся на несколько дней, то есть я их наносила только раз в неделю, не смывался и не так пятнили, как вот этот вот чай. Вот эти вот блесточки можно размешать в данном средстве, и получается такой перламутр. Этот перламутр виден на вашем лице, когда вы его наносите, но ровно до той поры, пока вы не нанесете, например, легкий даже тональный крем, все мгновенно уходит, и у вас только остается эффект загара на лице. Если нанесете неправильно, то не очень легкий. Итак, давайте я, наверное, сегодня нанесу сыворотку. Данная сыворотка — это мультифункциональное средство, сейчас покажу вам. Вот, у меня оттеночек, по-моему, вот этот вот 3, и есть еще оттенок 4 вот в таком тюбике, но это темный оттенок, его я буду наносить только когда подзагорю. Вот такую вот текстуру имеет данная сыворотка, легко она разносится на лицо, она может использоваться для нескольких целей. Например, как праймер под макияж увлажняющий и подсвечивающий кожу, как сыворотка уходовая для лица, наверное, волосы свои сосульки назад откину. Вот. И вы можете использовать ее просто вот перед своим дневным кремом, чтобы, если вы не собираетесь краситься, да, ваше лицо имело такой легкий перламутровый эффект. Очень легко впитывается эта сыворотка, то есть вот я сейчас много вроде нанесла, разношу, и мне не хватило на все лицо этого продукта, пришлось еще, видите, дожимать. Очень легко разносится на кожу, очень быстро впитывается и достаточно хорошо наполняет, напитывает кожу, да, как я сказала, остается легкий блеск на лице, но тональник, естественно, все это дело уберет и ничего видно не будет. Что я думаю вообще о данной сыворотке? Данная сыворотка мне нравится как праймер, да, уходовую я какой-то эффект я не заметила на лице, ну, может быть, это пару месяцев ей нужно было бы пользоваться, но, как видите, тюбик у меня маленький, это travel версия, и есть другие сыворотки у меня. Как праймер она мне нравится, она легко впитывается, как я сказала, в кожу, увлажняют ее, кожа у меня комбинированная, оговорюсь сразу на весь ролик, Т-зона жирная, все остальное суховатое, особенно если погода плохая на улице, если холодно, например, то кожа еще может и скукоживаться. Данная сыворотка пахнет розой, вообще вся косметика by Terry, как вы знаете, пахнет розой, и роза там нарисована, и посвящено все это дело розам. Розам, я так понимаю, Terry де Гинзбург очень любят розы. Так вот, это CC сыворотка также пахнет розой, этот запах легкий, ненавязчивый, не такой прям дико высушенной розы, а обычной нормальной розы имеет запах, и вот у меня уже все впиталось, сейчас прямо я трогаю, и лицо мое уже сухое. Можно приступать к нанесению тональника. Еще из праймеров у меня есть вот такой вот огромный тубус гиалуронового увлажняющего праймера. Это полноразмерка. Кстати, вся косметика практически, которую вам сегодня показываю, будет из календаря Адвента by Terry. Я давно обещала снять ролик, вот, пожалуйста, снимаю. Значит, праймер. Мне писали, кому-то он не нравится. Он такой вот, видите, беленький, густой достаточно, матирующий эффект имеет. Когда разносишь по лицу, он как будто сглаживает, прикрывает поры, впитывается тоже очень легко и хорошо наносится тональник на этот праймер. Мне этот продукт тоже нравится, но сегодня уже его наносить не буду, потому что сыворотку CC нанесла, как бы 2 праймера наносить это глупо, еще крем увлажняющий наносила. Так вот, кто-то писал, что
что праймер ему не понравился. Мне этот праймер понравился. Он не конфликтует с тональными кремами, ни с одним, с которым я его использовала. Тональник не плывет. Он достаточно хорошо замазывает поры и, в принципе, хорошо увлажняет кожу. Я ничего плохого про этот праймер сказать не могу. Плюс здесь 40 миллилитров, несмотря на то, что он очень дорогой. Мне кажется, его хватит на год использования, да, то есть один раз вылаживаете такие большие деньги, в принципе, нормальный праймер, если пользуетесь и если не жалко на такой праймер такую сумму. Итак, я нанесла. Дальше тональных средств от By Terry у меня нет. В календаре не попались, поэтому консилер я буду использовать от Charlotte Tilbury, Beautiful Skin Radiant Concealer, а тональник тоже я буду использовать от Charlotte Tilbury из той же серии, потому что он легкий. Сегодня у меня макияж будет очень такой легкий, дневной, люксовый, я бы сказала, поэтому буду использовать Шарлотту. Итак, тональный крем и консилер нанесу за кадром, потому что их уже не раз показывала и смысла задерживать видео нет. Итак, я нанесла тональный и консилер. Почему я делаю макияж лица до макияжа глаз? Потому что сегодня буду использовать кремовые тени, они не осыпаются, поэтому сделаю лицо, потом буду вам показывать макияж глаз. Кстати, тени в палетках у By Terry есть, но как-то они не особо популярны, редко выходят, и не стала я покупать для этого обзора отдельно. Лучше, что думаю о кремовых тенях, вам расскажу. Итак, я нанесла сейчас консилер и праймер. Теперь перейдем к макияжу лица. От By Terry у меня есть гиалуроновая пудра. Это прозрачная финишная пудра для закрепления макияжа. Можно закреплять консилер ей, можно закреплять полностью макияж. Ну, давайте я сейчас нанесу ее. Буду наносить мягкой искусственной кисточкой, легким тонким слоем. Вообще такая пудра бывает в двух вариантах. Это такая вот в компактной текстуре, в твердой, и в рассыпчатой. Рассыпчатую свою пудру от By Terry я продала, честно говоря, у меня пудр достаточно, и не стала я оставлять ее себе, потому что непонятно еще, когда вот эту допользую. Вот, ну и я думаю, что примерно эффект у них будет похож. Но это не точно. Кто знает точно, можете написать в комментариях. Так вот, что я думаю об этой гиалуроновой пудре. Вообще, By Terry нам обещают то, что эта гиалуроновая пудра будет увлажнять кожу и не только закреплять макияж, но и ухаживать за нашим лицом. Ухаживающего эффекта я никакого не заметила, увлажняющего тоже. И кроме того, когда кожа не в очень хорошем состоянии, когда она у вас немножко шелушится, когда, например, какое-то межсезонье, там весна, например, да, когда витаминов мало, кожа имеет не очень хорошую текстуру, то эта пудра может даже подсушивать. В частности, у меня самые проблемные для сухости места это вот тут вот эти штучки. И когда кожа сухая, эта пудра может немножко как подстягивать вот эти места. Но если с кожей все в порядке, если нет никакого кризиса и лицо мое имеет свое обычное состояние, то это пудра никак не стягивает, не подсушивает и очень классно ложится на лицо. Она как будто заблюривает поры, как будто заблюривает немножко текстуру. И мне очень нравится тот эффект, который она приносит на лицо на мое. Я ее использую очень часто в видео, то есть часто мои видосики именно с пудрой от By Terry снимаются. И плюс она дарит такой матирующий эффект на весь день. Т-зона благодаря этой пудре не жирнеет. Поэтому пудре ставлю лайк, но вот с оговорочкой, да, что если с кожей есть какие-то проблемы в плане сухости, то лучше, наверное, использовать что-то другое. Скульптора у меня нет от By Terry, поэтому есть вот такой вот продуктик, который вроде как двойная пудра, да, его можно использовать немножко как в качестве бронзера. Это такие, я бы сказала, румяна, да, но с таким эффектом натурального румянца. Но все-таки я возьму сейчас скульптор от Charlotte Tilbury из этой вот двушечки и пройдусь немножко скулы и овал лица. Все-таки хочется нормальный скульптуринг сделать себе. Сейчас вернусь. Итак, скульптуринг я легкий сделала. Теперь буду наносить румяшки. Как я сказала, это дуальная такая пудра с двумя рефильчиками. В середине более оттенок более сияющий, снаружи такой матовый. И, я так понимаю, было задумано, что это средство можно использовать двумя способами, да, то есть либо по отдельности, либо все вместе. Но настолько маленькая эта пудрочка, что как-то, ну, не знаю, тут надо очень-очень тонкой кистью пробовать влезть, чтобы нанести вот этот вот центральный оттеночек, поэтому я использую все вместе, то есть беру кисточку для румян и вот так вот легкими движениями наношу потом
себе румянец. Получаются такие легкий розовый перламутровый румянец на лице. И сейчас немножко также разнесу более пушистой кисточкой. Посмотрите, получается достаточно естественный эффект на лице. То есть у вас эти румяна можно наслоить, но у вас не получится там эффект марфушеньки-душеньки, да, не получится эффект такой вот девушки прям с мороза, а скорее как будто тронут немножечко, совсем тронута кожа морозом. Ну и плюс, мне кажется, очень универсальный оттенок подойдет и более смуглой, и более светлой коже. В общем, этот продукт мне нравится, и можно еще вот такой вот реально тонкой кисточкой взять, нанести как хайлайтер, вот этот вот центральный оттеночек, но из-за того, что он розовый, на нос, например, вы его не нанесете, поэтому все равно придется использовать какой-то дополнительный хайлайтер. Я буду использовать от Charlotte Tilbury, опять-таки же с этой двушки, это самый универсальный, наверное, хайлайтер, который только у меня есть, дневной, легкий, и в любой непонятной ситуации я его беру и использую. Итак, как видите, щечки мои имеют такой легкий нежный румянец. Эти румяшки могут исчезать в течение дня, то есть когда ходите, все-таки желательно их подправлять, потому что за счет их такой нежной полупрозрачной текстуры как-то вот они могут уходить, да, но если макияж вам нужен ненадолго, куда-то там, например, сходить, либо вам нужен дневной макияж, чтобы не был ярким, вот румяшки, мне кажется, от By Terry самое-самое то. Ну и что, будем переходить к глазам. Подводки от By Terry у меня нету, но зато есть черный карандаш, вот такой вот, тоже из календаря, поэтому данным карандашиком буду прорисовывать контур глаз. Вообще, данный карандаш мне нравится. Блин, наверное, я сначала прорисую, потом вам расскажу, потому что неудобно говорить, рукой рот закрываю. Потом еще буду данным карандашом стрелку рисовать сегодня. Вообще, как я сказала, данный карандаш мне нравится. Он каял, не растекается, хорошо тушуется. Вот сейчас я кисточкой немножко подтушевала. Хорошо носится в течение дня. То есть там, где вы этот карандаш посадили, там вы его и найдете. Хорошо растушевывается стрелочкой им. И, в принципе, никаких претензий к нему у меня нет. У меня оттенок 1 Black Print. Единственное, наверное, что можно предъявить, это то, что карандаш достаточно дорогой, но вся косметика By Terry дорогая, поэтому я думаю, об этом говорить даже и не стоит. Итак, сейчас рисую стрелки, на камеру это не очень удобно делать, потом возвращаюсь к вам. Посмотрите, вот я буквально провела один раз карандашом, и какие жирненькие стрелки уже получаются. Так, закончу все, когда прорисую тенями. Дальше беру кремовые тени. By Terry выпускает кремовые тени в нескольких оттенках. Конкретно в моем календаре было 2 оттенка. И если первый оттенок, он такого был золото, мне не подошел именно вот по цветотипу, да, я с теми тенями чувствовала себя неуютно, некомфортно, я слишком, мне кажется, для них смугловатая, какие-то они слишком для меня были желтые. Вот, плюс под разными углами, когда их наносишь, такое чувство, что они не только переливались, но и немножко плешивели. Не знаю, может быть, это на моих морщинистых веках такой эффект просто был. Ну, как-то они мне не понравились. Ставлю вот оттенок, который у меня есть, я их в Беларуси оставила, эти тени. А вот вторые тени, Ombre Black Star от By Terry, просто перевернули вообще мое понятие о кремовых тенях. За счет того, что у меня жирные морщинистые веки, на мне держатся далеко не все тени обычные вот в палетках, рассыпчатые. И я уже молчу про кремовые. Charlotte Tilbury в баночках, Charlotte Tilbury в стике, другие кремовые тени, какие я только пробовала, там дешевые от Belor Design, например, или от Luxe Visage, там от Релуи, да, и подороже, Лору Мерсье тоже пробовала, все как один на мне скатывались, то есть к вечеру у меня была жатка на глазах, и какие-то меньше, какие-то больше, но скатывались абсолютно все. И только эти тени единственные, которые держатся у меня на глазах в течение дня. У By Terry настолько кремовые тени, что когда я делала сводч, по-моему, еще когда календарь открывала, я потом вот эту полоску я не могла стереть до вечера. Я терла мылом, я терла щеткой, я мыла посуду, и эти тени у меня все время оставались на руке, я их не могла отодрать буквально. Вот, и когда я нанесла их на веки, я очень удивилась тому, что они действительно после того, как закрепились, а закрепляются они очень быстро, их нужно тушевать очень быстро, они
просидели на веках до вечера, и ни в одну складочку, ни один вот миллиметр теней не скатался. Вот действительно я посмотрела на кремовые тени совсем с другой стороны, и после этого даже решила себе оставить карандашик Шарлотты Тилбери, Хамелеон, кремовые тени, попробовать их еще раз. Но, спойлер, те тени все равно немножко подскатываются, а вот эти сидят на месте. Да, здесь не очень мой цвет, я бы сказала, да, это цвет состаренной бронзы. Покажу вам свотч еще, потому что, ну, если я сейчас нарисую, я буду с этим свотчем потом весь обзор сидеть, потому что не отодрать эти тени. Не совсем мой цвет. Такая состаренная бронза не очень люблю. Может, он мне и идет. Я не говорю, что он мне не идет. Я говорю о том, что он мне не особо нравится. Да, это, как знаете, вот моя любовь к синим теням. Кто-то говорит, что они мне не подходят, но я очень люблю синий цвет и люблю, как он смотрится на мне. Вот мое такое видение. Да, я художник, я так вижу. То же самое и здесь. Может быть, эти тени мне и идут, но мне не нравится цвет, но мне нравится, как они разносятся, как они сидят на веках. И когда мне нужен очень быстрый макияж, когда мне нужно вот буквально мазануть что-то на глаз и бежать куда-то, да, стрелку нарисовать, там тушью подкрасить ресницы, я всегда использую By Terry, ну, либо теперь уже Шарлотту Тилбери, потому что действительно я знаю, что эти тени меня не подведут. Итак, сейчас начну наносить. Сначала я разношу данные тени именно стиком по веку, соединяю со стрелочкой. Ну, а потом возьму искусственную кисточку и просто их потушую. Все, по сути, мой макияж готов. Это такое легкое, красивое, люксовое свечение на глазах. Если я захочу сделать макияж еще ярче, я могу еще раз пройтись стиком и еще раз растушевать искусственной кистью. Что может быть проще, как говорится? Вот, посмотрите, все. И я вот нарисовала стрелку легкую, только ее немножко подправить, нарисовала кремовыми тенями, накрасила ресницы и побежала. То есть очень просто, очень легко. И я знаю, что вот эти тени останутся на моих веках до вечера. Сейчас сделаю за кадром второй глаз и вернусь к вам. И также я этим стиком пройдусь нижнее веко, чтобы немножко макияж мой был равномерным, да, красивым. И тоже разнесу его кисточкой искусственной. Почему искусственной? Потому что, во-первых, натуральными кистями не всеми можно пользоваться кремовыми, использовать на кремовых продуктах. А во-вторых, искусственно как-то лучше разносят кремовые тени, мне это больше нравится и не впитывают в себя пигмент. Все, я посадила на себя кремовые тени, и я уверена, что я в течение дня буду ходить на улице под дождем, ну под дождем, наверное, конкретно не буду, но вот по влажности, дома буду что-то готовить, есть. И я уверена, что я эти тени кремовые найду вечером там, куда я их посадила, потому что уже неоднократно такое бывало, да, я их уже тестировала не один раз. Прекрасные кремовые тени, очень рекомендую, если вот хотите себе купить какой-нибудь такой беспроблемный карандашик теней. Итак, сейчас я немножко подправлю свои стрелки карандашом, тоже сделаю это за кадром, потому что это будет долго, и вернусь к вам. Итак, макияж глаз я закончила, осталось нанести только тушь. Туши у меня есть две от By Terry, одна миниатюрка туши Mascara Terrible Black Putty Priz оттенок, но первый, это такая малышка с обычной, самой-самой обычной кисточкой, вот такой вот. Тушью этой я пользовалась немного, но из того, что я поняла, она не осыпается, она подкручивает ресницы, придает им объем, но объем не паучьих лапок, а натуральных естественных ресниц. Носится хорошо в течение дня, ресницы не опускаются, нет. Ну, а использовать я буду By Terry тушь Lash Expert Twist Brush. Это двойная тушь, наверное, самая интересная у By Terry, с резиновой кисточкой, выполняющая функции объема и удлинения. Вот такая вот здесь кисточка. Это кисточка трансформер, она может трансформироваться из вот такой вот формы в форму такой крученой. Когда перекручиваю вот этот колпачок, она становится такой вот спиралевидной. И когда она становится спиралевидной, у нее уже добавляются функции объема. То есть я обычно использую эту тушь. Сначала крашу прямой кисточкой, да, наношу первую порцию туши,
первый слой, она немножко подзакрепляется на ресницах, она как будто эти ресницы немножко удлиняет, ну совсем чуть-чуть, либо просто ставит их наверх и создается эффект удлинения. Также на нижнее веко наношу, а потом перекручиваю щеточку и еще наношу тушь уже спиралевидной щеткой. Реснички становятся более такими похожими на паучьи лапки, более как будто объемными, но это паучьи лапки в хорошем смысле, то есть я не чувствую, что вот на моих ресницах очень много тяжелой туши, я чувствую, что мои ресницы становятся чуть более объемными, да, и подкрученными, то есть более аккуратными. Вот такой вот эффект получается, когда я использую данную тушь, кисточку в двух вариантах. Посмотрите, вы можете сравнить вот этот глаз накрашенный и вот этот не накрашенный. В принципе, эффект, который дает мне эту тушь, мне нравится. Сейчас накрашу второй глаз и расскажу, что я о ней думаю. Итак, накрасила ресницы. Так вот, да, видите, у меня даже сегодня прямо такой сильный слой жирный нанесла туши, даже прям реально паучьи лапки получились. Но, в принципе, если не присматриваться прям в лицо, вот близко-близко, как камера сейчас у меня стоит, то получается довольно-таки прикольный эффект, и мои ресницы, мои глаза становятся более ярко выраженными и подчеркнутыми. Я смотрела отзыв на эту тушь одного блогера, уже не помню, кто это был. Вот у нее данная кисточка практически не поворачивалась. То есть, посмотрите, у меня она так поворачивается, вот практически в 1,5 раза уменьшается и становится такой вот спиралевидной, да, а у нее буквально на пару градусов поворачивалась. Я думаю, что, наверное, у нее была просто сломанная тушь. Это не оправдывает бренд, да, когда ты платишь, блин, 40 баксов за тушь должна работать как часы, точно не должна ломаться. Но я к тому, что должна поворачиваться кисточка очень сильно, и действительно эффект получается разный. Хотите эффект чуть удлиненных, разделенных ресниц, это прямая кисть. Хотите прям такие жирные, объемные ресницы, уходящие в паучьи лапки, это кривая тушь, да, можете вот как бы комбинировать, как я крашу именно двумя вариациями кисточки. В общем, тушь это мне тоже нравится. У той же девушки, которую я смотрела, она отпечатывалась на нижних ресницах к вечеру. У меня ничего подобного нет. Она не отпечатывается ни сверху на надбровной кости, ни снизу. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, ресницы у нас разные, может, у нее ресницы длиннее, гуще, я не знаю. Но мне эта тушь нравится. Оговорюсь, у меня тонкие, достаточно хорошо завивающиеся ресницы, средней длины, которые хорошо держат завиток, да, если у вас какие-то другие ресницы, на вас эта тушь может работать по-другому. Кстати, если пробовали, напишите, как она вам. Но мне вот данная тушь понравилась. Тубус очень такой люксовый, да, то есть, когда ее держишь в руках, ты чувствуешь, что держишь в руках люксовую косметику. Она не выглядит по-дешмански, не чувствуется по-дешмански и подкручивает прикольно ресницы. Эта тушь вот наряду с Бобби Браун мне очень даже понравилась. Ставлю ей лайк. Ну и, наверное, чтобы закончить свой макияж, нужно еще сделать брови. Для бровей у меня ничего от By Terry нету, так что сейчас вернусь к вам, буду оформлять брови карандашом от Benefit. Немножко подкрасила брови карандашом от Benefit и гелем поставила от Charlotte Tilbury. Ну и приступаем к губам. Для губ от By Terry у меня есть два вида масла. Это знаменитое средство гигиеническое для губ от By Terry. Оно выпускается в нескольких вариантах. Первый вариант это вот такое вот в виде блеска. Просто придает красивенький блеск и питает губы. Пахнет засушенной розой. Запах этот мне не очень нравится. Слишком он интенсивный. Ну, как видите, почти целый флакончик я допользовала уже. Если попадается в каких-то адвент-календарях, попробуйте, или там бьюти-боксах, попробуйте, неплохой блеск. Но мне гораздо больше нравится этот бальзам в формате вот такого вот карандаша. Посмотрите, он выдвижной. Он как будто более интенсивный, более жирный, лучше напитывает, ну и тоже смотрится таким блеском на губах, который не склеивает. Мне нравится карандашик, я прям заценила. И еще такой бальзам продается в баночках. Я так понимаю, там еще более интенсивная формула, но туда нужно лазить пальцем, это не очень гигиенично, с собой такое средство никуда не возьмешь. Если, например, вот этот вот бальзамчик, либо карандашик можно закинуть в сумочку и подправлять, когда у вас больные губы в течение дня макияжа,
меня, что баночку с бальзамом навряд ли вы забросите в сумку, и навряд ли у вас получится постоянно подправлять губы. Это не гигиенично, это нужно мыть руки, это как-то какие-то трудности вызывает, поэтому не совсем дорожный формат. Но вот эти два бальзама, что у меня есть, я бы, наверное, второй раз бы предпочла вот такой вот именно в виде карандаша, нежели в виде бальзамчика блеска. Да, вот блеск удобнее всего, наверное, брать с собой и подправлять макияж, но мне запах его совсем не нравится. Также у меня есть вот такой вот бальзам уже с цветом Dare to Bare, такой очень люксовая туба, очень тяжелая, красненький бальзамчик с оттенком, неплохо смотрится на губах, но если есть шелушинки, он их подчеркнет за счет своего пигмента. Вот бальзамные такие продукты иногда бывает, что подчеркивают губы, тоже использую его, когда, например, нету времени поправлять помаду, когда мне нужны какие-то беспроблемные губы куда-то пойти, да, а вот накрасить помадой, это всегда нужно следить за своими губами. Вот тогда использую такой бальзамчик с розой, хороший бальзам. Пахнет он, на удивление, не розой, а, знаете, такими помадами из 90-х. Какая-то такая вот отдушка очень старинных помад, но приятных. Я вот вспоминаю, у мамы такие помады всегда были, которые я периодически брала для себя. Вот такая вот запах состаренной такой помадой. Мне очень нравится, да, для разнообразия это хоть не та роза, которая во всех продуктах By Terry. Есть карандаш для губ, я думала его нанести, но, честно говоря, у него оттенок не под помаду. Хороший карандаш, хорошо очерчивает губы. Ну, в принципе, я могу нанести, потом все равно помада это скроет. Он хорошо тушуется, хорошо пигментирован, посмотрите. Сейчас вот буду наносить, посмотрите, как он разносится легко. Вот, видите, очень жирная полоса, ее можно пальчиком немножечко подрастушевать. Неудобно говорить и делать губы. Получается такой вот легкий розовенький эффект, но, к сожалению, в календаре, где я нашла вот этот вот цвет, была вот такая вот темная помада, и они не очень сочетаются, поэтому данной помадой мне приходится перекрывать весь карандаш, и в карандаше пропадает смысл. То есть его я использую с другими помадами, которые больше комплементарны вот этому цвету. Ну и помада, которую я буду сегодня наносить, это помада такая достаточно красная, темная, это классические вот эти вот матовые помады от By Terry. Я уже в видео с макияжем от Stacey Alyx с палеткой ее показывала, не знаю, как она будет сочетаться с вот этими глазами, еще, честно говоря, не пробовала с такими тенями кремовыми, ну, сейчас посмотрим. Наносить буду за кадром, потому что помада красная, и нельзя дергать ртом и говорить, иначе размажется. Короче, сегодня, как назло, крокодил не ловится, не растет кокос. Помада очень проблемная, очень яркая, и каждый косячок нанесения, да, вот чуть-чуть дерните неправильно, и уже будет рот размазан. Плюс она очень тяжело стирается, если допустили какой-то косяк, вам будет очень тяжело потом поправлять губы, вот как сейчас прям мне. Но вы можете увидеть, как эта помада смотрится. Она такая очень яркая, как я сказала, очень темная, томная. Далеко не каждому подойдет по внешности. Я не знаю, подходит она мне или нет, до сих пор это не поняла. Но, понимаете, можно помаде простить многое. Можно простить то, что она подсушивает губы. Можно простить то, что она сложно наносится, если при этом, при всем, она шикарно носится и шикарно смотрится. Но черт меня дернул записать видео не только Stacey Alyx с этой помадой, но еще два последующих видео. Это фавориты и антифавориты косметики и палеточный топ именно с этой помадой. Потому что во время того, как вы говорите, как вы носите эту помаду, как вы ходите с ней, появляется полоса. Вот эта знаменитая полоса, которая на этой вот части губ. Есть помады, которые дают эту полосу, и By Terry, я не знаю, все ли оттенки, но конкретно вот этот, который у меня оттенок 5 Flirty Brown, он дает полосу. И тогда, когда я записывала эти три видоса, я постоянно поправляла помаду в течение роликов. У меня стоит зеркало, как всегда в любом видео, я вижу, что у меня на губах, и я, когда записывала эти ролики, постоянно поправляла, постоянно подкрашивала вот эту вот полосу, то есть помада плохо носится. Если вы заденете вот этот цвет хоть чуть-чуть, да, что-то выпьете, что-то съедите, и у вас выйдет за контуры, все, у вас будут размазанные губы, и вы их не отдерете ничем, да, у вас будет краснота вокруг губ в течение всей носки. Вот, и сейчас вот как назло, как я говорю, что не смогла нанести достаточно хорошо эту помаду, и
тяжело ее уже исправлять и поправлять. Ну, получилось, что получилось, извините. В принципе, я нанесла всю косметику, которую я хотела. Сейчас немножко отдалю камеру и расскажу вам про все, что я сегодня попробовала, что я советую к покупке, что не советую, а также покажу еще некоторые продукты, которые я вам не показала. Ну, как видите, сделала я макияж. Не знаю, правильно ли я сделала, что нанесла эту помаду, потому что нанести ровно у меня не особо получилось. Помаду сейчас стереть будет очень проблематично, плюс отпечатаются красные следы вокруг рта, поэтому уже буду доснимать видео с этой помадой. Ну, с другой стороны, если бы я нанесла бальзам, ну, бальзам и бальзам с небольшим оттенком, я с ним уже снимала ролики, а вот помадка такая, да, очень яркая, очень томная, я думаю, будет интересно многим, как она смотрится и как она носится. Спойлер, носится она так себе. Итак, давайте же сделаю вам подборку, что мне нравится от By Terry, что однозначно рекомендую, ну, либо мимо чего можно пройти без сожаления. Первое, это гиалуроновый Global Face Cream от By Terry. Легкий, воздушный, дневной увлажняющий крем. Видите, уже половину использовала. Для дневного применения утром мы сделали свою ежедневную макияжную рутину, нанесли этот крем, он очень быстро впитался в ваше лицо и пошли наносить основной макияж, если вы его делаете. Если нет, нанесли санскрин и пошли на работу, например. Буду ли я его рекомендовать? Ну, наверное, нужен он не всем. Если хотите какой-нибудь увлажняющий крем с хорошей текстурой, который будет легко впитываться, и такую рабочую лошадку, но при этом что-то люксовое, рекомендую. Всем остальным можно пройти мимо, есть крема подешевле и даже, наверное, с большим увлажняющим эффектом. Дальше смывка для макияжа. Вот такая вот двухфазка. Взбалтываете, да, и вот этой вот жидкостью прикладываете на спонжик к глазам, к губам и снимаете макияж. Хорошая смывка, смывает макияж, даже водостойкий макияж, экономичный достаточно у нее расход, но ничем не лучше той же Nivea. Я не понимаю, что не понимала у Шарлотты Тилбери. Прикол покупать за 30 фунтов стерлингов смывку для глаз, которую потом еще нужно все равно смывать какими-то гелевыми средствами, потому что оставляет масляный след на глазах, и так оставлять это нельзя. Во-первых, это некомфортно, глаза слепаться будут, во-вторых, не полезно. Все такие масляные смывки нужно обязательно смывать обычным гелем для умывания. Вот, я не вижу смысла, зачем тратить столько денег на это средство. Ну, если вы суперлюксовая женщина, у которой много денег и их не жалко потратить на смывку, то рекомендую. Классная смывка, аналоги, которые можно найти и побюджетнее. Дальше масло для лица. Прекрасное масло. Почему я говорю для лица, хотя By Terry рекомендует его использовать и для тела, и для волос. Ну, для тела, мне кажется, слишком жирно будет использовать такой вот пузырек раз на 5, который стоит неимоверное количество денег, да, а для волос я вам уже сегодня показывала во время макияжа, вот даже сейчас мне кажется, что мои волосы немножко превратились в какие-то мини-сосульки, хоть я его использовала очень мало, но слишком оно жирное. Все-таки для волос я бы его не рекомендовала. Ну, либо, может быть, потому что мои волосы слишком тонкие, и они такие превратились в сосульки, хотя тоже масло от Virtu такого эффекта на волосах не делает. Но понравилось мне это масло именно как масло для лица. Легко впитывается, очень быстро оно оказывается внутри кожи, да, и ваше лицо, когда вот вечером наносите перед кремом, очень быстро становится таким напитанным, как будто увлажненным. И этот масляный след, вот, например, от других масел для лица, того же Августинуса, еще долго остается масляный след на лице, долго чувствуется запах, и если вы сразу ляжете спать, то на подушке ваше масло все там и окажется. Это масло гораздо быстрее впитывается, оно как будто, знаете, так освежает кожу. Потом накладываете крем наверх, и можно, в принципе, идти спать, да, если сильно надо, но вообще как бы рекомендую делать свою ежедневную вечернюю рутину хотя бы часа за 2 до сна, чтобы все хорошенько впиталось. Так вот, это масло хорошо увлажняет кожу, не вызывает акне, не вызывает никаких раздражений. Оно как будто ее немножко напитывает и, в общем, создает очень комфортное ощущение на коже. Мне понравилось очень средство, рекомендую. И расход у него, как я сказала, очень экономичный. Буквально несколько капелек, и вам хватает разнести на все лицо. Того же Августинуса, например, мне так не хватает. Дальше, чай для лица я уже, в принципе, сказала, да, то есть сбалтываете, получается такой эффект золотистого загара. Рекомендация.
рекомендация: если все-таки купите, решитесь купить это, хотя я не рекомендую, то не наносить спонжем, будет очень большой расход, а смешивать с кремом и наносить на лицо, получится эффект легкого загара. Но, честно говоря, те же капельки Тан мне понравились больше. Это средство смывается, этим средством вы можете напятнить на лице. Я вот когда в первый раз его попробовала, сидела потом как тигра, честно говоря, пятнистая какая-то вся, с этими писягами некрасивыми, с линиями. Мне не понравилось это средство, смешивать его с кремом тяжело. То есть, например, в крем его налить я не рискую, потому что я боюсь, что вступит в реакцию и крем испортится. Я не знаю, как это работает. А смешивать с кремом именно на пальчики, наносить, это средство достаточно жидкое, оно растекается, оно попадает на раковину, оно попадает на ванну. Здесь очень такой тугая дырочка, да, и когда выливаете, оно не очень хорошо выливается наружу, и брызги летят. Короче, мне не очень понравился этот чай для загара, не хочу его рекомендовать. Лучше купите себе маску от Джейсона Рида, которую можно нанести на лицо на ночь, утром просыпаетесь, и у вас эффект легкого красивого загара. Кстати, как видите, от помады у меня уже появилась полоса. Не знаю, подправлять, не подправлять, но пускай еще немножко поговорю, полоса больше появится, потом подправлю. Короче, чай не рекомендую, слишком проблемный, долго возиться, не всегда хороший эффект и смывается в конце каждого дня. То есть той же маски от Джейсона Рида вам хватит на несколько дней красивого эффекта загара, автозагара на лице, а это надо наносить каждый день, так себе. Ну и плюс блесточек этих, когда нанесете тональник, уже не видно. Дальше сыворотка. У меня 2 штуки CC серум, это 3-я и 4-я. Вот 3-ю я сегодня наносила, вы все видели. Легко впитывается в лицо, делает цвет лица таким немножко ровнее и классно использовать как праймер под макияж, как уходовый продукт. Не знаю, я как-то эффекта не заметила. Ну и 2-я, вот эта сыворотка под номером 4. Я жду лета, когда смогу подзагореть и наносить уже, потому что она более для смуглых девушек, ждет своего часа, и потом расскажу вам тоже, как она влияет на лицо. Ну, сыворотку рекомендую, мне она понравилась, да, именно даже вот если вы тональник не наносите, у вас будет такое относительно ровное, красивое лицо, светящееся, как будто изнутри. Хороший эффект, если вот хотите какую-то такую люксовую сыворотку, рекомендую. Дальше у меня гиалуроновый праймер для лица. Хороший праймер, заблюривает поры, держит тональное средство, ничего на нем не скатывается и классно подготавливает кожу к макияжу. Рекомендую, тем более здесь 40 мл, даже несмотря на то, что праймер достаточно дорогой, этих 40 мл вам хватит очень надолго. Ну и из уходовых 2 бальзамчика, про них, в принципе, я тоже все сказала. Мне нравится, но больше нравится средство в стике. Вот это как будто здесь активных веществ меньше, и действие у него не такое сильное, как у карандашика. Ну и еще один уходовый продукт у меня, это крем для рук от By Terry, тоже с ароматом розы. Тоже с ароматом подсушенной розы, и классно наносится на руки. У меня руки, я уже не раз говорила, атопичные, проблемные, и этот крем классно увлажняет, быстро впитывается, и руки становятся такими как мягкими, наверное. Мне нравится, как смягчаются руки, и крем не жирный, не липкий, то есть через минуту после того, как вы его нанесли, вы уже можете делать эти свои дела и не оставлять нигде следы от данного крема. Ну, конечно, маленький, всего 15 грамм. Лучше бы мне праймера дали 15 грамм, а крема этого для рук 40. Мне понравился. Конечно же, неоправданно дорогой, как и любой, наверное, дорогой крем для рук. Есть крема немножко побюджетнее с таким же эффектом, но мне нравится. Классный люксовый крем, красивый розовенький тюбик и очень классный эффект на руках. Ну и переходим к декоративной косметики тоже, что я рекомендую, что не рекомендую. Ну, давайте уже с бальзамами закончу. Вот этот красненький бальзам с запахом старой помады, такой из 90-х, мне очень нравится. Единственное, не наносить на сухие губы, потому что подчеркиваются шелушинки. Ну, а вообще легкий, красивенький, симпатичный бальзам в люксовой такой металлической тубе. Прям вот, когда держишь в руках, чувствуется, что держишь в руках какой-то люксовый продукт. Короче, пора поправлять помаду, совсем уже эта полоса стала видна. Так, помаду я подправила, ну давайте про нее вам и расскажу. Значит, я не пробовала другие оттенки вот такой вот помады от By Terry, вроде об этих помадах хорошие отзывы, но эта помада, честно, мне не нравится. Первое, сушит губы. Второе, оставляет полосу, вы сами заметили, да, только нанесла, вот с вами разговариваю, и уже полоса на губах. Третье, очень специфичный цвет, чуть-чуть
что-то не так сделали, чуть-чуть неправильно, неровно провели, чуть-чуть вышли за контуры губ, и уже будет размазанный красный рот. Это смотрится не люксово, не симпатично, не эстетично. То есть именно с таким вот цветом, наверное, рекомендую брать только тому помаду, кто действительно ас в макияже губ. И плюс помада застывает, засыхает, видны какие-то трещинки, и любые неровности, опять-таки же, на губах будут видны. В общем, помада мне не понравилась, я не знаю, буду я ее допользовать или нет, она стоит очень много денег, но желание пробовать что-то вот еще вот в такой формуле от By почему-то у меня не возникло. Вот такую конкретно помаду, еще раз повторюсь, 5 Flirty Brown, оттенок не буду рекомендовать, потому что помада очень проблемная. Ко мне считается, я считаю вообще, если помада оставляет полосу, то не стоит ее покупать, потому что никогда ваши губы не будут сексуальными и красивыми с полосой, вот когда вы разговариваете. Только для фоток, если каких-нибудь красивых. И даже то, что помада вот эта вот очень стойкая, нивелируется тем, что опять-таки же появляется полоса, да, снаружи ваша помада будет супер стойкой, а внутри у вас будут открытые губы. Карандаш от By неплохой, я вот пыталась нанести, но так как под помаду он не подходит, да, нет смысла с этой помадой использовать, использую его с другими помадами. Вот такой вот у него такой достаточно яркий красненький цвет, держится, не растекается, никуда не деется с губ. В общем, неплохой карандаш. Если хотите что-то люксовый, какой-нибудь карандашик для губ, можете присмотреться. Карандаш для глаз мне понравился очень. Вот его рекомендую, потому что не растекается, хорошо разносится, каяльчик такой, и классно им стрелки рисовать, то есть там, где вы его оставите на глазах, он немножко подзастынет, и будете ходить до вечера с ним. Классная вещь, и такой, знаете, еще прорезиненная у него текстура, не деревянный, именно вот в привычном понимании он не крошится при затачивании, он такую гелевую текстуру имеет, в общем, шикарный карандаш. Дальше тени для век кремовые, про них я уже тоже много сказала, давайте вам еще сделаю, хотя сегодня я ими пользовалась, вот. И вот это пятно у меня будет до вечера потом на руке, потому что они никуда не деются, они хорошо разносятся, хорошо закрепляются, и тени вот однозначно, если хотите попробовать крутые кремовые тени, рекомендую By. Дальше туши. Как я уже сказала, маскара Terrible, маскара Serum Hate Крусенс, ё-моё, что тут такое не написано. Короче, вот эту тушь я рекомендую для тех, кто хочет эффект натуральных, красивых, подкрученных ресниц без проблем. А вторую тушь, Lash Expert Twist Brush, вот эту с двойной кисточкой, рекомендую тем, у кого ресницы похожи на моих, кто хочет какую-нибудь интересную игрушку с крутящейся кисточкой. И тушь, которая, в теории не должна ни осыпаться, ни отпечатываться, у меня во всяком случае так. Кто хочет, тоже прикольную люксовую тушь. Мне вот эта тушь очень понравилась. Гиалуроновая пудра рекомендую тем, у кого нет проблем с кожей, у кого не сухая кожа, тех, кто хочет хорошую фиксацию, особенно для жирной кожи буду ее рекомендовать, тех, кто хочет хорошую фиксацию макияжа, кто хочет, например, для лета она классно подойдет, и кому нужна именно классная работающая финишная пудра. Но я говорю поаккуратнее с шелушинками. И последнее, это румяшки, которые я сегодня наносила, такие двойные. Тоже хорошие румяшки с натуральным эффектом, если любите такой эффект. Если хотите, например, румяшки использовать как матовую текстуру, так и светящиеся, да, подсвечивающие, чтобы смешивать их можно было, тоже можете присмотреться. Хорошие румяна, нежные, для многих оттенков кожи подойдут, но проблема небольшая с тем, что они могут к вечеру исчезать, их нужно подправлять. Но тоже моя рекомендация. В принципе, хороший рабочий продукт.
В принципе, вот что я хотела сказать от By Terry. Из продуктов, которые вот я прям однозначно рекомендую, мне понравилась тушь, мне понравилась пудра, мне, конечно же, понравились кремовые тени, это вообще огонь. Понравился каял карандаш, понравился вот этот продуктик румяшки, бальзамчик для губ в карандаше именно, крем для рук мне очень понравился, и вот эта сыворотка, да, плюс еще могу порекомендовать масло для лица и праймер, но праймер тоже будьте поаккуратнее, моей коже он подошел, кто-то писал, что не подошел, тональник скатывался, но я так понимаю, это зависит от типа кожи. Мимо всего остального, в принципе, можете пройти, но если хотите попробовать вообще косметику от By Terry, я рекомендую вам дождаться Нового года, дождаться адвент-календаря от By Terry, потом сразу же не покупать, а подождать скидок на адвент-календаре, потому что By Terry, по-моему, каждый год календарь не распродается именно за полную цену, и на него потом ставят скидки. Например, свой календарь я брала со скидкой в 50%, и вот за $100, по-моему, 100 или 117 или $110, ну что-то вот так вот он мне выходил, этот календарь, по курсу на тот момент. Попробовать такую кучу люксовой, хорошей, а в некоторых случаях и шикарной косметики, это просто подарок. Вот, если хотите что-то купить от By Terry отдельно, в принципе, ваше право, но я бы именно рекомендовала подождать календаря и купить, попробовать все, а потом, что очень понравилось, купить, например, полноразмерку. Ну вот в том календаре еще была огромная пудра рассыпчатая в полноразмере. Например, в прошлом году были... позапрошлом, в адвент-календаре позапрошлого года было очень много разных помад, может быть, другие цвета вот этой помады лучше как-то смотрятся на губах, я не знаю, но моя рекомендация: косметика отличная, хорошая, люксовая, когда вот эти вот тюбики держишь в руках, ты чувствуешь, что ты красишься люксом, вот этот запах розы, да, он немножко навязчивый, но мне он нравится, и тоже создается впечатление хорошей, дорогой люксовой косметики. Так вот, дождитесь календарей, дождитесь скидку на календарь и обязательно купите, попробуйте. Вам буквально вот за $100-120, когда вы дождетесь скидки, упадет очень много классной, шикарной люксовой косметики. Ну, что думаете вы по поводу моего макияжа, моего видео, да, что думаете по поводу вот этой проблемной помады? Пишите, пожалуйста, в комментариях, что понравилось видео, что не понравилось, тоже пишите в комментариях. Если пробовали что-то шикарное от By Terry, тоже пишите в комментариях, давайте пообщаемся. Ну и до встречи в следующем видео. Пока-пока!